один любит, а другой позволяет себя любить. Если сейчас этот объект моей любви, одержимости не будет со мной, я умру, я не смогу на 110% и до бесконечности надеяться. Я-то в практике это наблюдаю. Любовь, словно пламя огня. Своей красотой маня, то ласково нас согревает, то ярко горя обжигает. То тлеет спокойствием нежным, то вспыхнет пожаром мятежным. И часто такое бывает, что нас беспощадно сжигает. Продолжая рубрику про любовь, сегодня мы поговорим как раз продолжим философствовать, потому что тема любви это как раз не та тема, не та сфера, где можно какие-то выдвигать априорные постулаты, это не математика. Рассуждая на тему безответной любви, у многих, у кого-то поставят вопрос. Ладно, хорошо, меня не любят, любовь безответная, но я же люблю. Я же не могу без этого человека. Моей любви хватит на двоих. Меня полюбят. Я сделаю так, что ты меня полюбишь. Ты оценишь. Я буду настолько стараться, я всего себя тебе отдам, не в зависимости от того, кто одержим, что ты просто посмотришь, что никто так сильно тебя любить не будет. И, соответственно, оценишь, полюбишь тоже. Другой вариант. Я знаю, что ты меня никогда не полюбишь. Психологи говорят, некоторые от этого сам в шоке. Мне даже не хочется называть психологами. Что да, вы требуете от партнера то, чего он вам не может дать. И что? Вы же... И пошла тема про удобство, про цели ваши, завоевать, да, как манипулировать олигархом. Такая фигня, если все в кучу. Но если мы все-таки философствуем о любви, то вернусь к тому, что, конечно же, большинство адекватных людей мечтает, чтобы я любил, и меня также любили в ответ искренне и безусловно. Не надо доказывать, покупать, ублажать, задаривать, быть прислугой. Опять-таки то, что я только что оговорился, если берем девушка, и по социальным стандартам, в нашей культуре многие ожидают мужчины, что она будет хозяйка хорошая, кормить, убирать, гладить. И она такая, я все буду делать, а потом еще и фееричная будет ночь, Я в интернете уже подсмотрела, что надо, чтобы ваш мужчина вас точно полюбил и никогда больше не посмотрел на другую. Тоже из разряда пластмассовых советов. И если это сформулировать вопрос, Оскар, так? Вот это работает, что не всегда бывает взаимная любовь, и вообще она редко встречается, и бывает, какая же есть такое выражение, один любит, а другой позволяет себя любить. И тоже играется это в игру. На мой взгляд, и когда мы философствуем, субъективный взгляд, так любовь не работает. Это совсем не та любовь, о которой мечтают люди. И пока человек одержим, пока он даже молод, возьмем так. А почему молод? Это значит все-таки молодость, энергия, страсть, тестостерон, прогестерон в порядке. В принципе, сексуальное влечение, Сексуальное влечение и возможность. Отступление на анекдот, который услышал ему недавно относительно, что раньше мы с женой решали попить пиво и заняться сексом. А теперь нам приходится выбирать или-или. До этой шутки надо дорасти. Поэтому тот, который говорит, я тебе докажу, ты меня точно полюбишь, потому что помимо того, что я буду готовить, стирать, убирать, или мужчина дарить, возить и так далее, я еще доставлю тебе телесное удовольствие, потому что у меня есть на это молодость, энергия. И когда в таком возрасте одержимость, это как раз надежда и переоценка своих сил. Мало того, что, на мой взгляд, это уже изъян, так не строятся семьи, в таких семьях не должны рождаться дети, потому что вы наиграетесь, мы сейчас как раз об этом и будем говорить, а дети такие, почему мама папу не целует или и так далее, и наоборот. И когда эта безответная любовь, и один выдает за то, что моя любовь хватит на двоих, я справлюсь, я готов на то, что
я люблю, меня нет, но позволяют любить, но проходят годы. И это такой жесткий самообман, когда тот говорит, что я принимаю, что меня никогда не полюбят. Он врет себе, врет партнеру, потому что он все равно на 110% и до бесконечности надеется. Он надеется, что его полюбят, что он докажет, он играет в эту игру, это соревнование для него гребано. И он только говорит, нет, нет, я смиряюсь, что меня не любят. И к чему это ведет? Что идут время, годы, эмоциональная усталость, проигрыш за проигрышем, потому что если тебя не любят, тебя не полюбят. Кто-то может меня спорить, может, есть такие единичные случаи, может, я просто не встречал, что вот я не любила своего мужа, потом взяла и полюбила. Мне это странно слышать. Ну, если такие случаи есть, то, скорее всего, отнесусь скептично, что это не полюбила, а просто с годами люди сроднились. Это так же, как брат с сестрой. Это когда не совсем та любовь, о которой я сейчас как раз вот Ну, развожу это просто уже демагогию. бытовое удобство, грубо Да, говоря, до которого люди, доросли и согласились с этим. люди могут иметь взаимное уважение, да, надежность, доверие, да, и выдавать это за то, о, я полюбил. Потому что, ну, может, годы прошли, страсть прошла, уже такого влечения сексуального, когда она такая, так, это не мой герой, я ищу своего принца, а потом уже с возрастом, да, этот Ну, хороший, этот родной, а уже сексуального не так уж и надо. с другой стороны, когда вот уже вот эта сексуальная страсть проходит, то как бы бытовое, может, оно и неплохо, что они, ну, живут там себе, нормально Это устроились. именно та тема, когда я не берусь говорить за всех и истина, вот так правильно, Мгм. неправильно. Нет, все, что вы сейчас напихаете, все, что вы напишете, все будет иметь место быть. Но все-таки мы философствуем о любви и о том именно, что в молодости страсть и взаимная страсть это очень важно. Ну и все-таки человек хочет взаимной любви, Мы именно взаимной. эгоисты, мы так устроены. Мы и собственники, и эгоисты в том плане, что если я люблю, я думаю о тебе, я жду тебя, то я потенциально хочу, чтобы так же, чтобы это было взаимно, и мы наслаждались. А когда я жду, хочу, и каждый раз натыкаюсь, ну не люблю я тебя, не люблю, сердцу не прикажешь. В постели ты же видишь, что я не могу отдаться по полной, потому что нет того огонька. И тогда тот, кто безумно любит и одержим, он же это знает, он это претерпевает. И потом, да, то, о чем я собирался как раз сказать, я-то в практике это наблюдаю. Когда вот там обещание звезда с неба, сделаю счастливым, все будет, потому что вот это только не бросай меня. А потом проходят годы, и та самая любовь проходит, когда раз не ответ, год, два, нет ответа, нет ответа. Порой приходит ненависть, злоба дикая от того, что я свои силы переоценил, я все делал, я был рабом, рабыней, и потому что носил в реальности, что это как раз будет и оценено, и за это и полюбят. А потом, да нет, это еще больше уважения убивает. Когда игра не на равных, когда нет той самой взаимной любви, и когда каждый очень трепетно относится к словам, действиям, потому что не хотят разрушить и боятся потерять каждый, это одно. А когда один боится и с дрожащими руками и голосом, я все для тебя сделаю, а другой, ты когда же ты уже исчезнешь, да? Я с тобой из-за удобства, из-за того, ну, потому что когда не любят и живут, ребят, ну, сразу понятно взрослым, ну, не глупым людям, да, почему живет тот, кто не любит. Ну, Потому что имеет какие-то выгоды. все это априори. И там можно уже разбираться в каждом индивидуальном случае, какие выгоды там. Но это и сейчас не суть важно, потому что мы говорим о любви. О любви сжигающей. Потому что когда нас согревает, это та самая любовь, когда классно, греемся, ссоримся, миримся, не переходим границу, очень важно. А когда беспощадно сжигает, это вот как раз те эмоции. Это те эмоции, когда тот, кто очень любит и боится потерять, он постоянно... И вот берем случай, причем я говорю сейчас о том, что он сохранил, он проманипулировал, он купил, или она, чем-то. А когда говорят, все, пока, и просто бросают, да, ставят перед фактом, предают, когда живут, а потом выясняется, что у него и у нее там, да, любовник, любовница или куча их. И это очень больно. Конечно же, это рушит. И только та самая одержимость, та самая безответная любовь, она говорит, я совсем справлюсь. Пусть так, но лишь бы не потерять, потому что в голове у человека такое ощущение, что если сейчас этот объект моей любви, одержимость не будет со мной, я умру, я не смогу. Это эмоции. Любовь, в принципе, это эмоции.
Ну, Как, как бы одна из составляющих. как тогда себя перебороть и уйти от объекта своей любви? М. Ну, спасти себя, получается, где-то. Чтобы не сожгло до конца, Да. не до суицида. Ну, естественно, стандартный подход адекватной психологии – это рациональное мышление. Потому что когда мы говорим про любовь, измены, мы говорим про страсть, то там очень тяжело находить рациональность, последовательность, прагматизм, логику, адекватность до конца. Потому что на эмоциях, ну, в совокупности от этих эмоций, то есть в зависимости от этих эмоций прецедента, там надо разбираться, то там начинается аргумент на аргумент. Вот то самое, что мы сейчас вот об этом говорили, что я точно тебя сделаю счастливой, я точно мою любимую хватит на двоих. Но рационально это как раз антипод вот этим эмоциям, которые так любят бросать слова на ветер на этих эмоциях, что давай договоримся. Вот молодята еще там, да, вот такие у них еще страсть, влюбленность. Они еще не знают, будет ли у них любовь, да, кто выгорит или не выгорит из них. Может оба, может кто-то. Или тут давай вот пообещаем друг другу, что если вдруг ты полюбишь другого, то ты мне об этом скажешь до того, как случится предательство. И они свято в это верят, да, и все это эмоции. Это вот на этот момент они в это верят. А потом происходят разные события, жизнь, как оно и есть. Вот цена слова эмоций. Поэтому их выносим за скобки, оставляем рационально. И чтобы уйти, ты просто подсчитываешь баллы. Ты смотришь очень прагматично на то, что происходит. Раз, так с тобой поступили. Два, эгоизм со стороны нелюбимого, который позволяет себя любить. И ты себе просто отвечаешь на вопрос, ты так будешь жить, ты хочешь сам себе, никому, ни родственникам, ни психологу, никому. Ты сам себе искренне отвечаешь. Ты уверен, что это ноша посильная, что это и есть твое счастье. Да, ты любишь, одержим, боишься, что умрешь без этого человека, но вот такая жизнь тебя будет устраивать, если вот эту надежду тоже взять. Потому что надежда это что же из разряда эмоций, из той корзинки. Рациональное мышление, когда ты смотришь и понимаешь, что ты сделал все, что мог. Я не говорю, что так, ты меня не любишь, что там в эмоциях было сказано, я пошел. Ну, достаточно, ну, берем полгода, год. Ну, это такой срок, когда уже точно можно понять, получается что-то, динамика есть, или это все-таки все очень безнадежно. И таким только способом. Через боль, через ломку, но рациональным мышлением и по-другому тут не скажешь. Так что искренне желаю, чтобы себя не обманывать, чтобы повезло найти человека, чтобы была взаимная любовь, и греться.